Узбеки – самый крупный по численности населения этнос в Средней Азии. Откуда и где появились представители этого народа? Какие культурные особенности имеют представители данного этноса? Как узбеки жили раньше? Как и где живут сейчас? Чем питаются и какой религии придерживаются? Сегодня я постараюсь ответить для вас на все эти вопросы. Так кто же они такие? Узбеки. Думаю, что вам будет интересно это узнать, поэтому настоятельно советую вам посмотреть этот фильм до самого конца. С вами канал Азия Фильмс. Приятного просмотра! Узбеки – это тюркоязычный народ, который является основным и коренным населением Узбекистана. На данный момент времени в мире проживает больше 40 миллионов представителей этой нации. Древнейшими предками узбеков являются племена сако-массагетов, сагдийцы, бактрийцы, ферганцы и хорезмийцы. Эти племена со временем объединились между собой, что в конечном итоге привело к смешиванию древнетюркских племен с древнеиранским населением. Это происходило в период с X по XV век. Как вы прекрасно знаете, среди узбеков огромное число трудовых мигрантов, которые работают за пределами своей страны, а именно на территории России, Турции, США, в странах Европы и других государствах, где они основали свои общины. Большое количество представителей этого народа давно обосновались в Северном Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Туркмении и Киргизии. Если же смотреть на сам Узбекистан, можно отметить, что 48% всех жителей обосновались в сельских местностях. Откуда взялось само слово «узбек»? Этноним «узбек» переводится как «свободный человек» и «хозяин себя». Некоторые историки полагают, что этноним возник от имени хана тюрко-монгольского государства Золотая Орда хана Узбека, правившего в 1312-1340 годах. Принято считать, что 92 рода племени узбеков вошли в состав будущей узбекской нации. Даже существует легенда о том, что 92 человека пошли в Медину и там участвовали в войне пророка Мухаммеда против кафиров. Этих людей обратили в ислам, и считается, будто бы от них и произошли племена узбеков, которые еще называли Илатия. Сегодня мы можем наверняка говорить о существовании 18 из 92 узбекских племен, составленных в Мавераннахре, оазисах среднеазиатского междуречья. Самый ранний список был составлен в XIV веке, самый поздний – в XX веке. В большинстве эти списки начинаются с названия 3 племен – Кырки, Минги, Юзы. Также мы можем говорить о том, что существовало дештикипчанское племя узбеков Уйсун, происхождение которого берет начало от кочевого племени Усуней. Данное племя существовало в Самаркандском и Ташкентском оазисах. Узбеки считают его самым древним из всех 92 узбекских племен. Некоторые антропологи свидетельствуют о том, что современные узбеки представляют собой неоднородный этнос в расовом отношении. Специалисты говорят о том, что среди современных узбеков есть представители смешанных в разной степени сильно монголоидных и чрезвычайно европеоидных индивидуумов.
Как вы уже могли догадаться, узбекский язык входит в тюркскую группу языков и вместе с уйгурским относится к карлукским языкам. Группа карлукских языков пошла от древнетюркского языка 7-10 века, который был основан на руническом алфавите. Благодаря тому, что в IX веке среди узбеков быстро распространялся ислам, это повлияло на распространение в их кругах арабского алфавита, на основе которого и был, собственно, построен узбекский язык. Но далее, с 1928 по 1940 годы, вместо арабского начали использовать латинский алфавит. Однако к 1940 году и он был заменен уже на кириллический алфавит. В 1992 году в Узбекистане снова был введен латинский алфавит. Стоит также сказать о том, что некоторые группы узбеков являются двуязычными. Так, например, многие из тех, кто проживает в Афганистане, владеют языком дари. На данный момент времени в узбекском языке существует 4 основные группы диалектов. Это североузбекская группа, южноузбекская группа, агузская группа диалектов и кыпчакские говоры. Что касается религии среди узбеков, то здесь очевидным фактом является то, что узбеки являются мусульманами. Люди этой нации сохранили в своей культуре остатки древних иранских влияний. Узбеки строго празднуют Норуз, Навруз, весеннее равноденствие, очень уважают огонь и верят в лечение лучами заходящего солнца. Ну и, конечно же, еда. Все наслышаны о том, какой гостеприимный узбекский народ и какие столы накрываются в доме узбек. Стоит отметить, что узбекская кухня невероятно разнообразна. Основное влияние на данную кухню оказал кочевой и оседлый образ жизни этого народа. Узбекский лагман, плов и манты известны во всем мире, и наверняка каждый из вас пробовал что-то из этих блюд хотя бы раз в своей жизни. В узбекской кухне есть свои традиции, своя культура приготовления и подачи пищи. Конечно же, нужно отметить, что узбеки не едят свинину в связи с религиозным запретом. Вся пища подразделяется на два типа – харом и халол. Стоит также отметить, что узбеки, как истинные мусульмане, придерживаются определенных строгих правил во времени и порядке приема пищи в период священного месяца Рамадан и поста, связанного с ними. Все вы наверняка слышали про знаменитые узбекские лепешки. Оказывается, что принято подавать на стол именно четное количество лепешек, так как нечетное принято подавать в траурные дни. Также стоит отметить, что трапезу за столом начинает именно самый старший человек. Это воспитание и уважение к старшим. Ну и, конечно же, знаменитый узбекский плов. Главное блюдо на всех праздниках и не только, которые в Узбекистане принято есть руками. А блюдо сумаляк узбеки готовят во время праздника Навруз. Оно считается полезным для желудка и иммунитета. Между прочим, очень часто именно мужчины в узбекских семьях занимаются готовкой пищи. Так, например, приготовление большого количества плова доверяется только мужчинам. Профессиональных мужчин-поваров называют ошпаз.
Что касается одежды и национальных костюмов, здесь также есть свои особенности. Мужчины предпочитают носить различного фасона рубахи, халаты, тюбетейки или чалмы. Ранее мужское население узбеков носили рубахи, длина которых опускалась ниже колен, но со временем длина становилась короче. Штаны в обыденной жизни мужчины носили без карманов, прорезей и пуговиц. Одежду знати и эмира украшали золотым шитьем. Мужчины, которые жили на равнинных оазисах, в основном носили мягкие сапоги с кожаными туфлями без задника. Мужчины высоких постов и из знати предпочитали носить парадные сапоги, изготовленные из зеленой шагрени, с изящным каблуком, скошенным к середине подошвы. Такая обувь позволяла всаднику ловко держаться в стременах. Если же мы будем говорить об одежде женской половины узбекского народа, то здесь предпочтительны халаты, платья, шаровары, паранджа или платок, тюбетейки и туфли. Ранее женщины всегда и везде носили серебряные или золотые украшения. В одежде женщины носили камзол или халат с коротким рукавом. Женщины из Самаркандского и Бухарского оазисов часто носили распашные, чуть прилегающие к талии длинные халаты румча, а также халат мурсак, который был длинным до земли. Паранджа постепенно была вытеснена из повседневной носки. Тюбетейки женщины и молодые девушки носят и сегодня. Обычно украшают их яркой вышивкой и бисером. Основной обувью женщин были туфли без задника. Стоит отметить, что большинство узбеков, проживающих на своей родине, занимаются земледелием и ведут оседлый образ жизни, в то время как кочующие узбеки в своем большинстве перемещаются в Восточной Бухаре, по левому берегу Амударьи, в афганских владениях. Также существуют полукочующие представители этого народа, которые летом переходят со стадами с места на место, а зимой возвращаются. Религия, так же, как и в других мусульманских странах, поддерживает в Узбекистане свои законы и порядки. Так, например, с давних времен разрешалось многоженство. Особенно это было распространено среди зажиточных узбеков. У эмиров и ханов были целые гаремы. Узбеки всегда жили большими семьями, во главе которых всегда стоял мужчина. Причем жили разные поколения под одной крышей. Но со временем это менялось, семьи разделялись, сыновья уезжали из дома и строили свои семьи. Конечно же, в семье все слушали старшего мужчину, его слово, закон, и все подчинялись ему. Этот человек распоряжался семейным доходом, несмотря на то, что работали все члены семьи. Женщины, в свою очередь, слушали старшую в доме, которая распределяла заботы по хозяйству. Жилища узбеков также отличались друг от друга, ведь в разных районах Узбекистана разный климат. От этого отличались толщина стен и материал, из которого делали стены и крышу. Но все-таки общее сходство жилищ у узбеков все-таки есть. В старых поселениях дома строили без окон и, огораживали глинобитными стенами. Если окна были, то они выходили исключительно во двор. Дома более зажиточных узбеков делились на женскую и детскую зону, которая называлась Ичкари, а также была зона Ташкари, которая была богато обставлена и приготовлена для приема гостей. Конечно же, очевидно, что у бедных узбеков такой зоны в доме не было.
Такие глинобитные дома будут к Центральной Азии или на Ближнем Востоке. Все это уникальные геологические и экологические факторы. В Узбекистане существуют собственные национальные виды спорта, например, узбекская национальная борьба кураж, козлодрание, борьба всадников за тушу козла и вид конных скачек пойга. Из народных музыкальных инструментов узбекской культуры можно назвать следующие: дойра, рубаб, сато, сарнай, танбур, кайрак, гиджак. Как я уже говорил, самая главная черта узбека – это его гостеприимство. И не случайно, ведь с давних времен идет традиция приема гостей. Прием гостя ценится больше, чем богатство стола и достатка семьи. Если ты не принял гостя, если ты не принял гостя, то позора тебе не избежать. И не только тебе, но и всей твоей семье. Именно поэтому гостей всегда было принято встречать у ворот дома и сажать на самое почетное место за столом. Кстати, по старинному обычаю женщины и мужчины сидят по разным столам, сидят за разными столами. Еще один интересный факт. Чай гостю принято наливать по чуть-чуть. Это связано с тем, что чем чаще гость будет обращаться за добавкой к хозяину, тем лучше. Стоит ли говорить о том, что свадьбу, или как ее называют сами узбеки, никохтуй, празднуют пышно и весело? Эта традиция зародилась давно и остается по сей день. Это важнейшее событие в жизни каждого члена любой узбекской семьи. Узбекская свадьба – это всегда означает большое количество людей. Это всегда шумно, весело и богато. На такой праздник приглашены не только близкие, но и самые дальние родственники, а также соседи и друзья. А вот как это выглядит. Представьте раннее утро, когда всех гостей кормят праздничным пловом. Далее жених вместе с друзьями, музыкантами и танцорами едет в дом к невесте. Далее с невесты берут согласие на брак и читают свадебную молитву Никох, которая заключает между молодыми брак. Далее невеста прощается с родным домом, а друзья жениха забирают приданное. Подруги провожают невесту и поют прощальные песни. Перед тем, как зайти в дом жениха, невеста делает поклон, и ее осыпают деньгами, сладостями и цветами, чтобы жизнь ее была богатая, красивая и сладкая. Хотите еще немного интересных фактов об Узбекистане и его жителях? Тогда слушайте. В Узбекистане 300 дней в году светит солнце, а летом столбик термометра поднимается выше 40 градусов Цельсия. Поэтому приезжать сюда лучше весной, когда цветут персики и миндаль, или в начале осени, когда созревают знаменитые межзачульские дыни. Пятую часть территории страны занимают горы. Всего в 100 километров от Ташкента небо подпирают заснеженные вершины западного Тяньшаня, а самая высокая точка – пик Гисарского хребта Хазрет-Султан, возвышающийся над землей на 4643 метра у границы с Таджикистаном. Habibi, come to Uzbekistan. Вершина узбекской кулинарии плов был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Самые популярные туристические объекты Узбекистана – города Великого Шелкового пути – Самарканд, Бухара
и Хива. 2750-летний Самарканд – ровесник Рима и один из древнейших городов мира. Столица Узбекистана тоже старше 2000 лет. Ташкент был основан еще во времена зороастризма. Ташкентский метрополитен – первый в Средней Азии и один из красивейших в мире. Станции облицованы мрамором или гранитом, украшены цветной мозаикой и изящными светильниками. Благодаря продуманной системе вентиляции в метро прохладно даже в сильную жару. В Узбекистане находится одно из крупнейших месторождений золота на планете – рудник Мурунтау в пустыне Кызылкум. А белым золотом тут называют хлопок. Страна входит в пятерку мировых производителей волокна и экспортирует 75% своего сырья. Хлопок. Вот такой вот фартук. Вот сюда вот его. Невероятно сладкие и ароматные мирзучальские дыни считаются самыми вкусными в мире. Они растут без обильного полива под щедрым узбекским солнцем. По той же причине все фрукты из Узбекистана богаты природным сахаром. Друзья, а теперь я обращаюсь к каждому, кто сейчас смотрит это видео. Если вы с Узбекистана, то напишите, с какого вы города или населенного пункта, или где живете сейчас. Если вы представитель другого народа, то напишите, как вы относитесь к узбекам и хотели бы побывать в этой прекрасной стране. Также напишите, про какой народ нам сделать следующий фильм. Я жду ваше честное мнение, друзья. Давайте пообщаемся в комментариях. Я надеюсь на то, что наш фильм помог вам еще ближе познакомиться с представителями этой нации. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Пусть они также дадут свою оценку этому фильму. Надеюсь на то, что вы уже посмотрели наш прошлый фильм про тюрков. Если нет, то обязательно перейдите на наш канал. Там вы найдете не только данный фильм, но и множество разных роликов про разных людей из азиатского мира. Если вам правда понравился наш сегодняшний фильм, то дайте мне об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев. Также вы можете поддержать мою работу, став спонсором нашего канала. Самое главное, чтобы больше никогда не пропускать наши новые видео и фильмы, не забудьте подписаться на наш канал Азия Films. Спасибо вам, что присоединяетесь к нам. Всего вам хорошего и до встречи в новом фильме.